Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить очень вкусный мясной пирог на простом слоеном тесте, на пресном слоеном тесте. Оно получается очень вкусным, пахнет сливочным маслом. Способ приготовления простейший, но если вы не хотите возиться с тестом, то, конечно же, можно купить магазинное слоеное тесто, и тогда пирог будет еще проще. Здесь у меня 280 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Я вот так вот сначала перемешиваю. Муки нам в итоге может понадобиться чуть больше, это мы уже увидим. Но вот именно перемешиваю я 280 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Здесь у меня 200 граммов воды слегка тепленькой. Я добавляю 1 чайную ложку сахара и чайную ложку без горки соли. Перемешиваю, чтобы сахар и соль растворились. Выливаем воду в муку и замешиваем тесто. Сначала ложкой или лопаткой. И когда мука уже увлажнится, приступим к замесу руками. Замешиваем вот такое вот мягкое тесто, которое уже не липнет к рукам, но при этом оно очень-очень мягенькое. При необходимости вы можете добавить совсем еще немножко муки. Вымешиваем тесто 1-2 минутки, пока вы не почувствуете, что тесто стало однородным. Вот такое получается мягкое тесто. Округляем его, кладем в миску, накрываем полотенцем, пищевой пленкой или же просто тарелкой и оставляем минут на 10-15, пока будем заниматься фаршем. Берем 3 средние луковицы, это 240 граммов, и нарезаем очень мелким кубиком. Небольшое количество растительного масла, маленький кусочек сливочного масла, потому что лук и говядина, они очень любят сливочное масло. Выкладываем лук и обжариваем его буквально до прозрачности. Не нужно его румянить. Теперь нужен фарш. У меня здесь 520 граммов говядины, можно взять чуть больше или чуть меньше. Тоже мясо вы можете взять абсолютно любое по своему вкусу. И поехали! Лук стал мягким, теперь выкладываем сюда фарш. Огонь можно увеличить. Фарш обжариваем не до полной готовности, так как он еще будет запекаться. Нам нужно просто немного его подсушить, чтобы при запекании он не дал слишком много сока и тесто тогда не было размокшим. Мелко нарубим 1 зубчик чеснока. Добавляем к фаршу чеснок нарезанный. Слишком долго его не пересушиваем. Как только вы видите, что влага испарилась, можно снимать с огня. Фарш перчим по вкусу. Вместо соли я добавляю соевый соус. Вы можете просто посолить. Если добавляете соевый соус, то тоже добавляем по вкусу. Все зависит от солености соевого соуса. Также сюда отлично подходит кориандр. Я добавляю чайную ложку без горки и измельчаю при помощи ступки. Очень ароматно пахнет. Я всегда измельчаю вручную. То есть покупаю в зернах и измельчаю. Добавляем кориандр и хорошенько все перемешиваем. Фаршу даем остыть до комнатной температуры. Тесто же тем временем разделяем на 2 части. Одну кладем в миску, накрываем полотенечком, чтобы не обветривалось. И с другой части раскатываем прямоугольник. Пытаемся раскатать максимально тонко. Вот у меня получается такой прямоугольник. Здесь у меня 60 граммов растопленного сливочного масла комнатной температуры. Оно не должно быть горячим. Смазываем хорошенько весь пласт теста. Понятное дело, что масло используем не все, а где-то половину. Половина нам еще понадобится для другой части теста. Теперь складываем тесто вот так вот до центра. Но здесь немножко прилипло, нужно хорошенько посыпать поверхность мукой. Но даже если оно и прилипло, то в принципе здесь абсолютно ничего страшного нет. Так, и вот эту вот часть сюда. Вот эту половину смазываем тоже сливочным маслом. И вот это сливочное масло потом при складывании будет на этой половинке тоже. Поэтому не нужно это смазывать дополнительно. Накрываем.
Эту часть тоже смазываем сливочным маслом. Сворачиваем тоже к центру, вот так вот конвертиком. И одну часть смазываем сливочным маслом. Сливочного масла можно использовать побольше, как вы понимаете, чем больше сливочного масла, тем вкуснее. Ну и жирнее. Так вот. Все. Накрываем. Готово. Посыпаем снова поверхность мукой, выкладываем вторую часть теста. Эту же, которая у нас готова, можно просто накрыть, чтобы она не заветривалась. Все то же самое делаем с этой частью теста. Раскатываем, стараясь раскатать максимально тоненько. Видите пузырьки? Это уже работает разрыхлитель. Тесто раскатала в прямоугольник и теперь смазываю его снова сливочным маслом. Складываем к центру. Выпускаем таким образом воздух. Одну часть снова смазываем, накрываем сверху. Снова смазываем и сворачиваем. Все это делается достаточно быстро и просто. Чик. Еще один конвертик у нас готов. Теперь берем тот кусочек теста, который у нас отдыхал, перекладываем его на поверхность, посыпанную мукой, и теперь раскатываем тесто по форме. У меня размер формы 25 на 25 сантиметров. Присыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало. Форму смазываю сливочным маслом. Перекладываем первый шар теста в форму, делая небольшой бортик. Приступаем к второй части теста. Все делаем то же самое. Кратно ее можно сначала даже вот руками расплескать. И теперь скалочкой раскатываем. Пока я раскатывала тесто, начинка полностью остыла до комнатной температуры. Перекладываем начинку в форму, распределяем. Я уже готовила этот пирог, он получается невероятно вкусным, только первый раз я его готовила, не добавляя разрыхлитель. В этот раз я решила добавить, но если у вас нет разрыхлителя, то можно не добавлять, просто тесто будет чуть-чуть таким плотноватым. Немножко вот так вот лопаткой утрамбую мясо. Тесто вообще получается очень-очень вкусное, благодаря сливочному маслу. И оно действительно получается слоеным. Конечно, не так много слоев, как в магазинном тесте, но зато оно вкуснее. Накрываем второй частью теста. И вот здесь вот собираем, фиксируем края. Вот так вот проходимся, стараемся, чтобы у нас соединились края теста. Можно еще вот так вот по краю пройтись вилкой. Это чисто для визуального эффекта, и так здесь начинка не жидкая, поэтому даже она не потечет, ничего здесь такого не будет. Здесь у меня осталось немного сливочного масла, я добавляю один желточек, можно слегка присолить, перемешиваем, смазываем пирог сверху, чтобы при выпекании он получил красивую румяную корочку. Делаем небольшие проколы вилкой, чтобы воздуху было куда выходить. И наш пирог не порвало. По желанию можно сверху украсить вот так вот кунжутом. У меня белый и черный. У меня форма стеклянная, поэтому я для перестраховки все же ставлю форму в холодную духовку, чтобы форма не лопнула. Если у вас форма керамическая или металлическая, то ставим пирог в уже прогретую духовку до 190 градусов и выпекаем приблизительно 40-45 минут. В этот раз я пирог выпекала 35 минут, он, посмотрите, как красиво зарумянился, поэтому ориентируйтесь на свою духовку. Все-таки мне кажется, что в стеклянной форме пирог не так хорошо румянится и не так быстро румянится, как в керамической или металлической. Так. И теперь вот так вот аккуратно
переворачиваем пирог. Он получается очень-очень ароматным, пахнет уже на всю квартиру. Я переложила на деревянную досочку, чтобы было удобно нарезать. Уже сейчас вы видите, какое тесто получается. Оно действительно слоеное, хрустящее и очень-очень пахнет вкусно. И начинка пахнет. Посмотрите, какой прекрасный пирожочек. Ух! Вы только посмотрите, какая получилась слоеная, слоистая вкуснятина. Вот такое вот тесто замечательное и очень вкусная мясная начинка. Ну что ж, давайте попробуем эту вкуснятину. Вкуснятину. Обязательно готовьте, тесто получается слоистым, мягеньким, нежным, начинка. Идеально сюда подходит вот немного соевого соуса, кориандра, черный перец, лук, говядина. Получается настоящая вкуснятина. Я уверена, что вам понравится этот пирожочек. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Пойду кушать.